Всем привет! Как принимает Ирландия украинских беженцев в ноябре 2024 года? Э, Я сейчас в этом видео расскажу, принимает ли Ирландия беженцев, на каких условиях, кого впускает, есть ли какие-либо изменения на ноябрь 2024 года. Сразу скажу, что Ирландия беженцев принимает, так что не бойтесь, приезжайте. Условия, конечно же, изменились. Советую подписаться на мой канал. У меня огромное количество роликов про всю новостную повестку, про все изменения и про новые условия принятия украинских беженцев в Ирландии. Вы можете вверху и внизу ссылочки будут на мои ролики, и вы можете их посмотреть. Также рекомендую поделиться этим видео с теми, кто собирается только приехать в Ирландию, своим друзьям, близким, чтобы они понимали актуальную информацию на ноябрь 2024 года. Что мы имеем? Никаких колоссальных изменений нету. В Ирландии в конце ноября будут выборы. Вот после выборов, я думаю, будет создана новая коалиция. И уже, думаю, после Крисмаса, февраль до март, они уже будут решать и делать какие-либо еще изменения в сторону беженцев, мигрантов, в том числе украинских. Так что сейчас пока все спокойно можете приезжать. Вы приедете, и вначале вас сразу отвезут в City West, обратно же сейчас отвозят нечасто, то есть City West сейчас работает только понедельник, пятница, это тоже очень важно. Советую всем приезжать именно в будние дни, чтобы вы просто сами не остались, да, на пару дней на произвол судьбы именно. Как же вкусно, аппетитно, роскошно, шикарно выглядит этот вяленый лещ с икрой. В наличии в Ирландии в магазине Yummy Life. Доставка по почте 1-2 дня. Курьер приносит посылку вам прям на дом. Также при первом заказе, если вы скажете промокод «Моя ситуация», скидка 10%. Ссылочка на магазин есть в описании к этому видео, а также в углу вверху экрана. Заказывайте свежую вкусную рыбку из Украины. В Дублине. Говорят, что новенькие, конечно, селят временно куда-то на пару дней, что потом с понедельника, например, если вы приехали, да, в пятницу вечером, уже City West не работает, люди не принимают, и вам уже в данный момент вам не выдадут желтого листа, не сделать никакого расселения. И вот есть там временные какие-то, да, квартиры, какие-то помещения, куда людей таких свозят, и потом в понедельник привозят уже в City West, и люди спокойно получают свою защиту, свой желтый лист, и дальше уже ждут до расселения. Но обычно это лагерь. Лагерь это обратно же, ребята, не думайте, что это просто палатки, да, какие-то туристические. Нет, это лагеря либо с модульными домами, либо какой-то центр, где, да, маленькие комнатки, да, и там они разделены на маленькие зоны, какими-то ширмочками прикрыты, где может быть туалет там на какое-то определенное количество людей, либо на комнату, то есть есть свои, да, нюансы, неудобства, но это не такой лагерь, как в понимании, так грубо это говорят, лагерь, и прям человек сразу себе фантазирует какие-то большие шатры, палатки, там они сидят, да, буржуйками топятся. Нет, конечно. Плюс не забываем, что такое жилье вам дают на 90 дней. И там трехразовое питание. То есть такой all-inclusive, в кавычках, конечно же. Мне задали один вопрос в комментариях, связан с тем, пример того, что, да, могут ли разорвать семью. Пример таков. Муж был, да, до начала войны в Европе, например, работал в Польше, либо в Чехии по контракту. Работал, то есть рабочая виза у него была. И потом его жена с ребенком выехала сейчас с Украины, и теперь они все вместе с семьей хотят что сделать? Приехать в Ирландию, получить там временную защиту. Дадут ли мужу, не откажут ли семье, да, из-за мужа, потому что муж по факту был до войны в безопасной стране, он там тем более работал, то есть в прямом смысле ему как бы защита и не нужна, потому что он был в тепле, в добре, плюс еще зарабатывал денежку. Отлично, хорошо. Сразу вам скажу, что им одобрят и дадут защиту. Главное, чтобы муж, если у него есть защита в Польше, да, он закрыл эту защиту и приехал просто без защиты, потому что семью не разделят. Если официальный брак, штамп в паспорте, то есть есть свидетельство о браке, никаких проблем не будет. Я скажу больше, что даже выдают временную защиту, если ваш муж или жена не гражданин Украины. Например, просто на примере. Украинец женился на молдаванке.
у нее нет гражданства Украины, но они расписались, да, они женились, то есть, ну, провели, да, свадьбу, женитьбу в украинском ЗАГСе, и у них есть, ну, свидетельство о браке, то, пожалуйста, муж приезжает в Ирландию с женой, и их не разрывает, они не разрывают, они единое целое. И бонусом, хотя жена гражданка Молдовы, да, то ей дадут тоже временную защиту, желтый лист и все привилегии, как украинцам. То же самое, если наоборот, да, если украинка женилась там на молдаванине или на каком-то другом, да, представителе, ну, в смысле национальности, который не входит в Евросоюз, то вообще не вопрос. То же самое, она приезжает со своим мужем, и им дают временную защиту. Если обратно же все официально брак. Вначале даже были такие прецеденты, что выдавали просто, люди говорили, что они пара, что они вместе, и выдавали даже на первом этапе, то есть в первые там полгода полномасштабного вторжения войны, люди приезжали и давали, вообще пропускали всех. Сейчас с этим жестче, но факт остается фактом, что если вы семья, если по какой-то причине кто-то, если у вас официальный брак обратно, это очень важно, вы выехали раньше, да, до войны, то если муж либо жена каким-то образом сможет к вам выехать, у вас нет никакой защиты, вы всем семейством приезжаете в Дублин, потом в Сити Вест, показываете все документы, все проверяется, и тогда вас никогда в жизни не разделят, никто никогда это не сделает, потому что семья неразделима, если, обратно же, ее могут разделить только по причине, если там какие-то за вами шлейф каких-то криминальных, да, с вами, там, не знаю, Интерпол интересуется и разыскивает, тогда, понятное дело, вас разорвут и заберут по причине того, что вы где-то нарушили закон. Если у вас все хорошо, все чисто, нет никаких защит, все закрыто, то, конечно, вам выдадут защиту в Ирландии. Следующий момент, это как вам, да, какие нужны доказательства. Самое главное доказательство, это то, что вы до начала, до войны были на территории Украины, и главное доказательство, это банковские выписки, то есть онлайн-банкинг. Банкинг наш любимый, наш родненький, да, Монобанк, Приватбанк, Изибанк и все остальные, да, банки, которые у вас есть. Просто заходите в приложение, листаете выписку до начала войны там за месяц, если у вас, или там прям там 15 февраля, да, там 10, то есть показывайте полностью, офицер пролистнет все ваши манипуляции с банковским счетом, снятие наличных, покупки, все-все-все. И если они у вас есть, то это железное доказательство того, что вы оплачивали своей картой, да, находились на территории Украины. И также, если у вас есть какие-то справки медицинские, если вы проходили какое-то обследование, и у вас есть тоже все эти документы, конечно, их тоже предоставляйте, они тоже, ну, будут, ну, их тоже рассмотрят, во внимание они будут учтены. Также и платежи по коммунальным платежам, то есть все официальные документы с датами. Но почему банкинг? Банкинг, потому что его невозможно подделать. Ведется к тому, что это ваша личность, это ваша индивидуальность, и только вы можете, да, раз зайти в свой банк, и два оплатить, либо провести какие-то манипуляции с этим. Там не только, ну, там перевод, это не считается, именно оплата за какую-то услугу, то есть где вы присутствовали в том же магазине, АТБ, Сельпо и так далее. Вы Клоц, например, Apple Pay или самой карточкой, и все, понятное дело, что вы находились в ту минуту в этом магазине, то есть на этой территории, то есть на территории Украины. Это главный залог успеха, то, что вам не откажут. И вопрос о том, если одиночка приезжает, да, скажу так, ну, в смысле, он был до войны в Европе, либо даже про тех людей, которые сейчас, например, в Польше, они отказываются от защиты и приезжают в Ирландию, то есть по факту они в безопасной стране, но не отказались. Я скажу так, что 99% это одобрение. Людей принимают, и те, кто распространяет такую, да, практику, что много отказов, не пускает тех, у кого уже была защита, это неправда. Людей пускают, просто каждый кейс индивидуален. В Ирландии все индивидуально, все рассматривается, и все, конечно, решает офицер, да, который все это рассмотрит и видит, смотрит на вас как на человека и понимает, всю правду вы говорите, все документы соответствуют, либо нет. Так что никаких проблем нету с тем, чтобы приехать в Ирландию сейчас и получить защиту. Проблема в жилье. В поиске работы обратно же. То есть вот этих всех моментах, да, пособия уменьшили. И главное сейчас
фишка это то, что осталось ARP. ARP, да, это палочка-выручалочка для украинских беженцев в Ирландии. И все те, кто сейчас приезжает в лагерь на 90 дней, они сразу начинают искать. Плюс не забываем, что в лагерь к вам периодически будут приезжать различные организации, в том числе Красный Крест и другие, которые будут вас ставить в списки и будут вам искать жилье. Они могут вам и вообще его не найти, могут найти сразу за неделю, кому как повезет. Это фортуна, это лотерея. Так что, ну, я имею в виду с бесплатным, государственным, да, либо с ARP размещением. Это все лотерея, неизвестно, когда вам его предоставят и понравится ли вам это жилье. Это может быть и жилье в поле, и где-то у черта на куличках, либо в маленьком каком-то селе. И многих это, конечно, не устраивает. Если у вас нету прав, то, конечно, это и машины, то это тоже огромная проблема. Жить где-то у черта на куличках, где вы не сможете нормально, да, не искать работу, не функционировать, где даже нету магазина. Это в Ирландии проблема, и проблема с транспортом. То есть проблем хватает, но мы сейчас в этом видео не про это, а про то, что людям интересно, пускает ли Ирландия еще украинцев, ну, украинских беженцев, оформляет ли их, выдает им ли временную защиту. Да, оформляет, да, выдает, и скажу так, что отказов мало отказов. Почему? Да потому что поток людей уменьшился. Людей больше стало уезжать, потому что обратно же условия стали хуже, и люди не смогли интегрироваться, не смогли найти себя в этой стране, и больше людей уже уезжает. Вот почему City West стал работать теперь не с понедельника по воскресенье, а у него уже пятидневка, плюс там ограниченное количество уже и по времени. У меня есть ролик про то, как сейчас работает City West, да и почему все это сделано. То есть вот такая вот новостная повестка по Ирландии на ноябрь 2024 года. Ничего, в принципе, не изменилось. Все работает. Никаких новых правил, протоколов не приняли. Ну, приняли только протокол о каникулах, да. Есть рождественские каникулы. То есть люди теперь могут с жилья, да, не спрашивать разрешения с государственного временного жилья, не спрашивать разрешения ЮКТАТа, чтобы поехать на рождественские новогодние каникулы в прямом смысле, отдохнуть, увидеть родственников там, либо куда-то там путешествовать. То есть каждый воспользуется этим правом, как он хочет, либо просто остаться в Ирландии. Это такое самое важное изменение, да, которое касается именно украинских беженцев. Это разрешение на каникулы. Так что все, кто хотел, сможет теперь поехать отдохнуть, либо увидеть родственников, либо еще как-то воспользоваться этим шансом. Все осталось на том же, да, уровне. Я же говорю, изменения будем ждать уже в начале 2025 года, когда пройдут выборы и новая коалиция сформируется в Ирландии. Всем добра, позитива, мирного неба. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда на связи и всегда держу в курсе.